Друзья, приветствую на канале. Сегодня замечательная новость. Пришла наконец моя долгожданная кнопка YouTube, чему я очень рад. Я ее очень ждал. И сегодня позвонил курьер, сказал, что ваша кнопка в городе, и прям мне до двери ее довезли. Я прям счастлив. И давайте я сейчас ее распакую и вместе посмотрим, как она выглядит, что она из себя представляет. Открываю первый раз, я еще не открывал и не смотрел вообще, что там. Так, это у нас получается, здесь поздравления от них, второй поздравительный конверт, и подписан Нейл Мохан, это, видимо, генеральный директор компании YouTube. Они поздравляют меня с подписчиками, то есть вот они пишут то, что поздравляем, вы начали вот 100, думали, что дальше, потом 1000, но вы не остановились. И вот теперь вы 100 тысяч, и вот поздравительный текст весь. И они говорят, то, что продолжайте в том же духе, не останавливайтесь, все впереди. Очень приятно. И вот сама кнопка, вот гравировка. Сладкий мастер. Количество 100 тысяч подписчиков в YouTube. Вот такая вот кнопочка. Это получается нанесение неонов серебра. Очень здорово. Друзья, хотел еще раз сказать спасибо всем, кто поддерживает канал. Именно благодаря вам, именно благодаря вашему участию, вашей подписке я получил эту великолепную кнопку YouTube. Это говорит о том, что меня признали как блогера, как автора канала, как канал, который действительно пользуется популярностью, пользуется определенным рейтингом, авторитетом, если так можно сказать. И мне очень приятно. Это меня очень сильно мотивирует, потому что все началось именно с того, как они правильно написали. Со 100 я тогда думал, 100 подписчиков, это куда годится вообще. Что-то будет, что-то не будет, ничего не знал, не понимал. 1000 это уже была у меня какая-то мотивация. Но все равно были определенные сомнения, правильно ли делаю, неправильно. И вот теперь вот 100 тысяч. Кнопку я еще не знаю, где повесить. Может быть на кухне, может быть в гостиной. Еще точно не решил, но она обязательно займет какое-то свое почетное место у меня в квартире. Кнопка пришла мне из США, Сан-Франциско. Шла она примерно 2-3 недели. Даже она не шла 2-3 недели, а с момента заполнения заявки, то есть так получилось, что я сам лично не писал в YouTube на получение этой кнопки, это они мне написали и попросили, они меня поздравили и сказали, чтобы признать как-то ваши услуги, чтобы это все вас мотивировать, мы готовы вам сделать такой подарок. И буквально сегодня мне позвонил курьер, сказал, ваша кнопка, точнее он сказал, вам с YouTube посылка. И я уже понял, что это такое. Я сегодня был на 7-м небе от счастья, меня просто эмоции переполняют. И я сказал, конечно, приезжайте, я весь день буду дома, я готов ждать эту кнопку хоть до вечера позднего. Вот и я дождался, но он ее привез мне прям рано утром. Постучал в дверь, я так обрадовался. И сейчас она у меня в руках, мне до сих пор не верится, что эта кнопка сейчас, что она сейчас со мной. Она прям... Я настолько рад, мне настолько приятно, меня эмоции переполняют, друзья. Я даже не знаю, как вас благодарить. И я сегодня, конечно, отпраздную этот праздник для меня, получение этой кнопки, признание меня как блогера. Высоко оценен мой канал за такой короткий период времени, учитывая такую высокую конкуренцию, ведь канал создавался никогда еще не было популярных каналов, а когда уже были действительно такие мега-каналы, которые по рецептам, которые прям занимали информационное пространство. Но я очень рад, что мой канал прорвался, он, видимо, понравился моим зрителям за его оригинальность, за то, что там расписаны рецепты по полной, то, что там нету такого прям, знаете, шоу какого-то и какой-то воды непонятной. А именно в своем контенте я постарался полностью все расписать, и я понял, чем нужно брать сейчас современного зрителя. Люди уже не хотят видеть никаких шоу, ничего. Многие хотят просто стабильный и четкий рецепт со всеми нюансами, со всеми рекомендациями. Спасибо вам. Все благодаря только вам, друзья. Очень приятно.
Очень приятно. Увидимся в следующем видео на новых рецептах и хорошего всем дня. Кстати, друзья, хотел спросить, как думаете, она бы на кухне бы смотрелась, эта кнопка? Вот она, посмотрите, она откуда по дизайну, вот по цвету даже подходит. Потому что в гостиной у меня как-то более темно, а вот здесь бы она где-то, если бы, ну, на стенку бы если повесил, было бы нормально. И мне кажется, на кухне она бы хорошо бы смотрелась. Кто что думает, напишите тоже в комментариях, куда мне ее повесить. Мне кажется, кухня была бы просто идеальный вариант, чтобы ее повесить и разместить.